Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Скорпион. Таро прогноз на декаду на 10 дней с 20 по 31 декабря. Давайте с вами завершающим аккордом. Вот так посмотрим, что нам подскажут карты на последнюю декаду не только декабря, но и года. С чем будут связаны события, чего ждать или что вас ждет с 20 по 31 декабря. И первым делом мы с вами достанем 3 знака судьбы, узнаем, что нам хотят, как потоковая информация, на чем заострить внимание или о чем нам хотят рассказать карты. Может быть, это сферы жизни, в которых вам доведется принимать важные решения. Но пару слов все-таки скажу. Это такое время у нас, как заключительный действительно аккорд. Но ситуация, когда может быть неоднозначна, и виной тому планетарные транзиты. И, к примеру, в районе 12 декабря у нас что-то могло уже стать на паузу или не вписываться в наш сценарий. А 21 это как раз дата практически, когда вот мы с вами рассматриваем последняя декада. Тут наоборот что-то может ускориться. Или когда вы понимаете, да, быть какой-то заминке или они уже случились, но в принципе ваше дело продвигается, развивается, ну, в каком-то потоке находится. Или это может быть дата, когда вы сам документ какой-то получите или получите известие. Но на этом тоже не заканчивается. В районе 28-го опять какая-то пауза. Поэтому время без навигации, словно на ощупь. Ладно, давайте мы с вами узнаем. Кому интересно поподробнее, вы можете перейти на мой сайт. И там у меня есть коридор возможностей на 26 год. Это увязано как раз с событиями окончания 2025-го. Они будут формировать для нас, ну, какое-то как направление, может быть, преамбулу или начало какого-то длительного периода. Именно с заходом на 26-й. А также есть кармический гороскоп до конца декабря. Оставлю ссылки, кому интересно, переходите, читайте. Знаки судьбы. Ну, как-то так спонтанно получилось, перевернула карту. Я достану сейчас еще второй знак судьбы. Потоковая информация, что нужно услышать или важно знать. И мы с вами поговорим по поводу шестерки Пентаклей, мои дорогие. Конечно, тут могут быть буквально подарки. И, кстати, это колода Таро Евы. Ева – это имя автора. Автор доктор, поэтому мне эта колода близка. Но у нас здесь Рождество, Новый год. Это и подарки, это и какие-то финансовые бонусы. Все же шестерка Пентаклей – карта финансового успеха, а также мы еще ее трактуем как поддержка высших сил. Сама по себе карта баланса, но и в том числе, ну, где-то и финансы-то в балансе тоже. Тут вам как пространство помогает, тут какие-то добрые события случаются. Но, тем не менее, карта говорит о том, что будь внимателен, Скорпион, к финансам. Потому что вот эта карта, она работает как в одном направлении. Вот, к примеру, даже у кого из вас сейчас сложная ситуация по финансам, значит, в вашем окружении есть тот человек, который вас выручит. Правда? Мы больше кумулируем, получаем. Но карта также говорит, будь внимателен, Скорпион. Иначе рука дающего может завтра стать рукой просящего. Я часто говорю, потому что вот как нам помогают, и мы благодарим кого-то, да, может быть, и приходится выкручиваться кому-то из денежного, ну, какого-то тупика. Все-таки мы все разные, я допускаю. Но тогда у вас это получится. Но сохранять, в каком бы эквиваленте к нам деньги не приходили, они нам как будто понадобятся на какое-то дело потом. Ну или, может быть, для стабилизации, но сама по себе очень теплая, уютная карта, именно материальная такая, знаете, о нашем благополучии, новом качестве жизни. Волшебно, я бы сказала, словно вам высшие силы, боги, вам, мои дорогие скорпионы, помогают. Второй знак судьбы. Ну вот все то, что я сказала на сохранение. Хотя, конечно, карта Луна нам говорит о том, что вы можете внутренне чувствовать какой-то выбор, но не время этот выбор делать. Вам тут не выбирать, а объединять как будто нужно. Конечно, эта карта старшего аркана, она будет где-то дополнять значение. Опять же, все то, что я сказала. И если мы финансовая составляющая, то тогда это действительно не время крупных трат. Кто-то скажет, да ты что, я уже тут распланировал или распланировала. Хочется порадовать, может быть, какие-то
знаки внимания, подарки. И, может быть, вам, мои дорогие скорпионы, хочется от всей души сделать такой шикарный подарок. А карта говорит, ограничься знаками внимания. Или, ну, именно знаки внимания здесь по Луне, ведь это эмпатия. И тот, кто нас любит искренне, те, кто нам верен, они воспринимают вот знаки внимания так, как нужно. Тут не с позиции цены, а больше с позиции ценности. Но для вас, видимо, финансовая составляющая, может быть, не потратить больше, чем мы собирались, да, или где-то просчитать, что в зависимости от ваших планов дел или намерений, ну, могут понадобиться деньги, потому что по Луне идут какие-то неопределенности. Вот я назвала, не случайно в обложке написала. Время без навигации. И объяснила, почему. И еще до карт. Вы чего-то можете сейчас не видеть. Нам ведь только говорят, что выглянет солнце, все встанет на свои места. А здесь как будто есть очертания, облик. Но конкретики пока никакой. Но, видимо, завершающий этап декабря, конца года нам говорит о том, что это наши близкие, это наши родные, это наши любимые. Это вопросы дома, вопросы пары, единение души. Вот это самая эмпатия, интуиция. И когда мы расслабляемся. И если вот со знаком плюс, то чаще эта карта, она и свидетельствует о том, что мы находимся в безопасной обстановке. Или мы стараемся в таковой находиться, себя несколько обезопасить. Все-таки есть такое значение по аркану Луна. Мы избегаем толпы, мои дорогие, вам точно. Если вдруг даже случайно. Ну, иногда бывают гуляния какие-то. Или меня смотрят люди из разных стран – тут разные могут быть ситуации, все-таки период не в одно мгновение, мы можем в любой день оказаться именно в толпе. И вот это выражение «меня несет толпа», вот вам нужно себя сберегать, буквально, и свое благополучие, и финансы, но и самих себя, мои дорогие скорпионы. Поэтому, если вы оказываетесь в толпе, то вам в другую сторону. По аркану Луна – ну, побудьте кошкой, которая гуляет сама по себе. Так и хочется сказать. Видимо, для вас есть еще некоторые зыбкие такие вибрирующие моменты, пока, ну, еще четкости нет. Давайте откроем третью карту. Что важно знать, важно услышать аркан сила. Обратите внимание, нам холодная карта нарисована, правда? И тем не менее это сила. Потому что, ну, видимо, Ева она рисовала, передавала через карту именно холодность нашего мышления, такие здравые мысли, взвешенные решения. Да, шарфик теплый такой, розовый, приятный, правда? То есть он нас и согревает, в принципе, и что-то нас радует. Но вот розовые очки, кстати, она, я не знаю, видно или нет, как будто, ну, узор на них. И хочется добавить такую фразу, как «розовые очки бьется стеклами внутрь». Поэтому, чтобы не было ни розовых очков, ни разбитых стекол, нам нужно что-то предвидеть. У вас шикарная интуиция, мои дорогие. И, видимо, аркан сила, ведь мы иногда трактуем как серый кардинал позиция. Поэтому, наверное, слушайте свою интуицию. У вас чуйка ваша, она работает великолепно. И поэтому вы можете предчувствовать то, что не поддается сейчас, ну, может быть, ни логике, ни здравому смыслу. И тогда доверяйте самим себе. Ваша сила возрастает многократно. Вам действительно дается какой-то добрый период, чтобы вы позаботились о себе, подумали о себе. Может быть, это и подводите итоги, и намечаете себе какие-то тезис-планы, куда я дальше пойду, чем я буду заниматься. Или кто будет рядом со мной. Ведь старшие арканы говорят о том, что вам нужно, наверное, с чем-то определиться. Может быть, это не то определение, когда мы себя вынуждаем, заставляем или какие-то дедлайны себе ставим. Нет. Но вот ваша сила многократно возрастает, когда вы и финансовое благополучие сохраняете, и самих себя. А самое главное – вашу интуицию, мои дорогие. У нас еще в 2026 году, ну, наверное, не единожды, будут такие моменты, когда мы себя поблагодарим, потому что мы будем слышать много чего-то разного. То, что ни в какие ворота не лезет или ни в какие рамки не входит, да?
А тем не менее интуиция нам будет давать, ведь это глаз вашей мудрости. Правильные подсказки, правильное направление. Вот войти в этот бета-ритм нашего собственного мозга, скажем так, сознания, это будет очень важно, потому что вот интуиция, она вам как раз будет что-то правильное подсказывать. А внешне это может быть, вот как без навигации, кто знает по аркану Луна, то направление, куда нам и не надо. Или те люди, которые нам и не нужны. Может быть, мы их встречаем на какой-то короткий период времени, и с ними нужно быть аккуратнее, осторожнее. Я должна сказать, что у вас доброе время наступает, мои дорогие. Как и буквально какая-то перезагрузка, это у каждого может так происходить, да, такие серьезные какие-то выводы мы можем делать в январе. Ну, я составлю потом гороскоп именно планетарный, а я вас приглашаю опять же на свой сайт. Прочитайте на декабрь, до конца декабря, потому что вот эти кармические задачи, которые я прописала, они будут важны в 2026 году. Но у вас и до конца 26 года, и уверенно могу сказать, как минимум на половину еще 27-го. Просто там вот этот последний участок, он больше будет где-то с финансовыми возможностями сопряжен. С лета 26 по лето 27. Но это я так вижу. Поэтому, ну, есть все равно какая-то данность, когда нужно как-то очень элегантно, грамотно вам и с деньгами тоже обойтись. Потому что, может быть, деньги – один из способов взаимодействия с миром, потому что это для вашей силы очень важно. Вот это какой-то ресурс. Вы сейчас ресурсны, и вам эти ресурсы по максимуму нужно как будто продолжить вот на такой долгий период времени, как минимум 1,5 года. Вот я так немного забегаю вперед. И кто знает, может быть, действительно у кого-то из вас, у вас серьезные арканы, причем очень добрые арканы. И вот эту возможность не в один момент уместить, а вот такую дистанцию нашего благополучия, нового качества жизни на более долгий период просчитать. Ладно, давайте пойдем вторая колода, раз уж так пошло. И первая у нас карта называется «Так что же там скоро случится? Что произойдет? Давайте узнаем. Что идет в вашу жизнь, или, как мы говорим, что идет на ваш порог? Неожиданности. Может быть, и правду какую-то мы услышим, откроется она, или вы примете решение, или какой-то человек позвонит, напишет или сам объявится. И что вас радует, мои дорогие? Что вас вдохновляет? Какие радости, какие бонусы? И что ждет в сфере личной жизни? Это у нас любовь, взаимоотношения в целом. Ну, может быть, у кого-то и вопросы дома. Что ждет по части финансов? И чего ждать в сфере достижений? Работа, учеба, документы, у кого что, может быть, важные контакты и встречи. Итак, что произойдет, что случится? Ну, где-то это вы сами. Вот правда, личная жизнь тут для вас играет, по крайней мере, пытается разными красками. Тут тоже, конечно, карта королева кубков. С одной стороны, это знаки зодиака, стихии воды. Это вы, может быть, и рак, или рыбы, или люди, имеющие асцендент, или в вашем знаке, или в знаке рыбы, или рака. Тут такое может быть. Не всегда люди знают асцендент. По этой карте идут наши близкие. Это безусловная любовь, это эмпатия. Но всегда, как любая карта, она имеет две стороны, и карта нам все-таки говорит, подумать о личной жизни нужно, но не в ущерб самому себе, вот правда? Ведь иногда это карта ожидания, причем того ожидания, когда его уже нужно завершать. Может быть, и нам говорят, тут есть все-таки какая-то составляющая, которая требует от вас рационального или критического мышления. Ведь по аркану силы это критическое мышление идет. Это где-то соответствует, если мы так переложим на знаки зодиака или периоды, это как солнце в деве. Может быть, и для вас какие-то события, которые буквально у вас произошли, ну, может быть, в период даже самого конца августа и в сентябре. Может быть, и так, да. Или наоборот, это уже вторая половина, ну, где-то с сентября была. Я это тоже где-то допускаю. То есть, ну, переложите именно на себя как-то. И вполне вероятно, вот что там у вас, какой сюжет, мои дорогие скорпионы, закрутился. Но вот это требует, это не случайно, явно какая-то кармическая задача или кармическая встреча, но вам, тем не менее, какой-то вопрос придется решать холодной головой.
И почему я вот так подробно остановилась? Потому что по королеве кубков, если мы говорим о человеке любящем, да, но иногда так и бывает, мы кого-то любим, а любовь безответна. Или когда мы кого-то ждем, а уже это пустое ожидание. Почему по этой карте проходит еще и такое значение, когда королева кубков, она готова действительно, как и ждать, и любить, и вот этой безусловной любовью. Но иногда эта любовь, как какой-то альтруизм, переходит в самопожертвование. Вот, видимо, это тоже вам нужно услышать. Но, может быть, некоторым из вас. А вообще карта очень добрая, очень приятная. Это сама по себе любовь, эмпатия, чувство, верность, надежность. Все то, что нам нравится. Неожиданности. А вот, наверное, все то, что я сказала. Смотрите, пятерка всегда недостаток. Ну, карты просят вас, мои дорогие скорпионы, предвидеть на пару шагов вперед. Может быть, вы уже что-то распланировали, но подойдите к вопросам, которые касаются именно финансов где-то и, может быть, на уровне договоренности, взаимоотношения. Тут имеется в виду взаимоотношения, как и в социуме, да, у нас время строить правильные социальные связи. Или пусть это руководители на работе, например, да. Но мы не можем их со счетов как бы сбросить, потому что это они, может быть, определяют нашу составляющую в плане финансов. Вот от того, как ты договоришься, такой будет эквивалент в финансах. И опять же, какой ты сохранишь эквивалент в финансах, тебе это каким-то образом будет помогать и договориться, может быть, тоже. Или имеется в виду, ну, иногда бывает банально, за какой-то документ мы должны провести проплату или какую-то пошлину заплатить. Или для нашего намерения нам тоже нужно во что-то вложиться. Вот поэтому у вас взаимоотношения и финансы – вот тут может быть какая-то такая вилка, когда вам нужно мудрые решения такие и принимать, и вот эту холодную голову иметь, критическое мышление. Но что вас радует? Любовь. Вот правда, Скорпион наполнен любовью. Или есть та персона, которая к вам еще где-то такие же, ну, чувства проявляет. Вот если мы об искренности, о верности, вот это как раз та любовь и отношения. Ну, конечно, это карта дипломатии, поэтому у вас, мои дорогие скорпионы, если даже на кону какие-то важные договоренности, пусть это не относится к сфере личной жизни, а именно к чему-то совершенно другому. От того, как вы договоритесь, вы сейчас маги-волшебники. Ведь, по сути дела, карта силы – это как карта мага. Я всегда говорю, что карта мага – это скорпиона, потому что только вы, ну, умеете как-то, может быть, это за счет вашей планеты-управителя Плутон, ведь это всегда по Плутону это какие-то пережитые события или то, что в прошлом, то, что мы где-то храним. Но вот такая сложная конфигурация, которая вызывает в вашей жизни, может быть, сложные ситуации, перипетии, какие-то контакты. Это, знаете, за вашу жизнь, за одну. Вы словно несколько жизней можете проживать. И каждый раз вам, или, по крайней мере, явно в жизни каждого из вас были те пункты, моменты, когда от этого прошлого как будто нужно отказываться. И у вас это получается хоть и жалко, хоть и как будто мы себя вынуждены, ну, перестроить. Это всегда очень бывает болезненно. Но, тем не менее, у вас это лучше всех получается. Вы с Плутоном умеете договориться. Поэтому вот здесь у вас действительно один жизненный этап завершается, и вот-вот уже какие-то новые варианты, перспективы откроются. И поэтому даже со сложными людьми, пусть в других совершенно сферах жизни, в дипломатии, да вы, нет для вас ничего невозможного, мои дорогие. Поэтому стоит только Скорпиону захотеть и поставить вот цель когда, и путем взаимодействий вы можете решить да практически любой вопрос. Как будто даже, кстати, вот эта карта рядом или между, да, вот этими двумя, королева кубков и двойка кубков, она будет тоже подсказывать, что то, что ты считал, Скорпион, тебе нужно за какое-то дело заплатить, а тут идет подсказка в этих трех картах. Тут не нужно за что-то платить, а ты сумеешь
устно договориться. Вот примите это. Пусть это не у каждого, конечно. Ну, что тут карты Таро? Давайте будем реалистами, я всегда к этому призываю. И магию жизни творим мы сами, правда? Я думаю, вы-то как раз согласитесь. Так вот, есть такая подсказка, потому что мы можем думать, что нам не пойдут навстречу, или вот тут какой-то платеж, или что-то вот, ну, такое. А тем не менее, стоит Скорпиону, глядя в глаза человеку, улыбнуться, и он уже ваш. Магия вашего взгляда, который цепляет душу, вам тоже помогает. Стоит только захотеть, повторяюсь. Личная жизнь. Вы знаете, вы можете быть куда-то приглашены. Вам, ну, может быть, это, кстати, по вашему труду, занятости, работе, творчеству, может быть, и дополнительные какие-то доходы, у кого-то работа на дому, тут тоже какая-то конфигурация может сложиться, когда, ну, нужно либо куда-то поехать, либо чему-то уделить внимание, причем это несколько корректирует ваши планы, как бы заставляет вас их корректировать. И мы не можем это сбросить со счетов, потому что если мы упустим какой-то благоприятный момент, то мы можем об этом пожалеть. Вот сама по себе возможность. Но еще и карта говорит, будь готов к неожиданностям. Но здесь именно через неожиданности приходят какие-то возможности. Может быть, для вас вот ничто не происходит случайно в этот период. Либо информацию вы слышите, значит, она вам зачем-то нужна. Или получаете какое-то известие, документ или важный разговор. Опять же, нужно все обдумать, проанализировать. Вот, видимо, такие энергии, с одной стороны, эмпатия, личная жизнь, любовь, это все замечательно, но есть те вопросы, которые касаются именно благополучия, которые, может быть, и находятся на уровне и финансов, и одновременной вот этой холодной головы, здравого рассудка. Вам придется, ну вот с критическим мышлением для себя что-то определять. И ведь эта карта, знаете, такого жизненного драйва. И, к примеру, у кого-то это как приглашение на корпоратив или куда-то поехать отправиться. Вы сами можете, может быть, в вашей паре какой-то спонтанный маршрут. А давай-ка мы с тобой съездим. И побросали все в машину, может быть, даже без чемодана. Вообще здорово, волшебно. Я знаю, так бывает. И после таких путешествий ты вообще возвращаешься другой. Ну, кто знает, может быть, у кого-то будет такой вот движ, да, в вашей жизни. И тогда не откажитесь от этого. Это будет какая-то волшебная перезагрузка. Тут как будто, я не знаю, вы о чем, но ехать надо, как в старом анекдоте. Вот будьте внимательны каким-то, как и к событиям, так и подсказкам собственной души. Чего ждать в финансах? Ну, тут чем-то мы довольны. Не сглупить, однако, карта нам тоже говорит, рекомендует. Ведь это нулевой аркан, он всегда говорит, ну, я это уже произнесла, что предыдущий этап жизни заканчивается, и вот у вас сейчас наступает то время, когда вы, правда, не видите еще своих возможностей. Но, тем не менее, финансовая составляющая совсем скоро для вас может выйти на первый план. Будьте внимательны, как будто свалиться с этого обрыва мы никак не можем. И, кстати, нам художник прорисовал, посмотрите, корабль, один из символов Меркурия, и это нам о чем? О переменах. Это все то, что я говорила. На кону уже новый жизненный этап. Но, может быть, какая-то мера ответственности, может быть, и договариваться придется. И все то, что я говорила по пятерке Пентаклей, у нас как раз карта сверху. Вот взаимоотношения и финансы. Это центр ваших интересов и внимания. Но это всегда старший аркан, будет говорить у вас много, в общем-то, старших арканов. И вот шестерка Пентаклей, она где-то на уровне со старшими арканами часто идет. Поэтому вот у вас доброе время, которое нужно, ну, для себя как-то на более далекую дистанцию, правда, продолжить. Потому что тут будет какая-то перезагрузка, может быть, и вам. И ведь, кстати, кому-то придется куда-то поехать. Или вы сами, у кого-то это перемены на работе могут быть. Вот будьте к этому готовы. Смена руководства. Или вам предложат какую-то должность. Или как-то так конфигурация, вы пока этого не видите. Кто знает, сейчас даже, ну, предположим, вы находитесь, ну, на своей какой-то должности, и даже вы когда-то могли мечтать, чтобы получить вакансию выше, да, и вот на данный период времени вы можете не видеть, вакансия как будто занята, но приходит Новый год, и вы уже в январе видите, ну, к примеру, человеку напишет
заявление, потому что у него сложилась какая-то жизненная ситуация, он уходит, и вакантное место можете занять вы. Ну, я, к примеру, банально, тут какие-то новые возможности идут раз, но здесь еще карта может свидетельствовать, ведь очень часто аркан нулевой говорит о наших переездах, перемещениях, работа, если мы говорим все-таки финансы, да, из любой точки мира. Но и мы ждем где-то по части цифровизации. Тут тоже могут быть изменения, поэтому, кто знает, может быть, вы что-то изучать будете и в зависимости от этого перестраивать, как какая-то новая конфигурация по финансам. Ваши достижения, но все то, что я сказала, еще карта подтверждает. Ведь это всегда тройка пентаклей. С одной стороны, работа в команде. Вот только что говорила про работу, у кого-то это проиграется. И одновременно, к примеру, чтобы занять должность, нужно пройти какие-то курсы, повышение квалификации или там что-то дополнительное. Вы можете начать учить языки даже или приобретать какие-то знания, чтобы получить сертификат. Вам будет, может быть, какой-то документ сам по себе важен. И это карта раскрытия ваших талантов. Именно какой-то ваш талант может быть посредством обучения. То есть мы тут не просто из-за любопытства что-то учим. Нет, в этом есть целесообразность, которую вы потом переложите, как это еще будет ваш один из ресурсов, и в конечном итоге вы получите денежный эквивалент, более чем позитивно. Это всегда любая тройка, я об этом говорю, это карта будущего. Вот у вас будущее по части финансов. Что-то вот-вот будет. Сейчас это, знаете, как тоже момент перехода. Или вы сдаете этот экзамен. Может быть, у кого-то и правда бумага, документ. Вы подводите итоги, может быть, пишете какую-то работу, и в конечном итоге вы получаете такие сертификат или документ. А у кого-то это растянется на январь. Я бы сказала, до 4 февраля. По крайней мере, это у нас ретро-уран в Тельце. И хоть вы и не Тельцы, и не относитесь к представителям или знакам зодиака стихии Земли, но ретро-уран, он как будто вернулся в Телец вот таким заключительным аккордом, чтобы внести больше ясности для знаков зодиака стихии и Земли, не только для Тельцов, и воды, к которым вы и относитесь. Поэтому я вам так смело скажу, что вы можете ощущать период до конца апреля как некоторая такая вот этапность. То есть ретро-уран у нас еще до 4 февраля, и поэтому могут быть и задержки, и может быть и какая-то пауза. Вроде как идет что-то, ну, через пень-колоду. А вот уже после 4 февраля остается уран в Тельце, но это прямое директное движение. Может быть, кому-то важно услышать. И здесь уже больше какой-то определенности идет. А потом уже будет другая перезагрузка. Перейдите, правда, на мой сайт, прочитайте. А я благодарю за то, что вы смотрите мои видео, за ваши искренние комментарии. Оставайтесь со мной, мои дорогие скорпионы. Подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на мой телеграм-канал. Я на телеграм-канале попыталась соединить все мое творчество с 3 YouTube-каналов, а также последние публикации. Я буду с своего сайта там же оставлять в виде ссылок. И, может быть, для кого-то из вас это будет более удобно, потому что все в одном месте. А я вас люблю. Искренне, правда. Люблю скорпионов, это истина. И вы будьте счастливы, будьте любимы всегда. Пусть сбываются ваши мечты, мои дорогие, маленькие и большие. С Новым годом вас, мои дорогие, любимые скорпионы!